Привет всем, Арми! Ким Тэ-хён поделился моментом, который мы все так любим. Чон Чингук придумал идею для плавательного челленджа и даже выбрал форму, в которой они оба будут танцевать. Это откровение показывает, насколько сильно Чингук влияет на принятие творческих решений в проекте, в котором они оба участвуют. То, как Тэ-хён рассказывает об этом, демонстрирует его гордость за идеи Чингука и то, как высоко он ценит его вклад. Ясно, что их профессиональные отношения построены на глубоком взаимном уважении, где идеи друг друга ценятся и безоговорочно поддерживаются. У Чингука была другая первоначальная концепция для этого видео. Он хотел создать интимный танцевальный челлендж с Тэ-хёном в их спальне. Его идея заключалась в том, чтобы они оба надели форму и поменялись одеждой во время танца, который завершился танцем в постели. Эта концепция показывает доверие между ними и то, насколько комфортно им делить личное пространство и интимные моменты. Тот факт, что Чингук инициировал эту сцену, демонстрирует его желание создать что-то особенное и значимое с Тэ-хёном, что-то большее, чем то, что они обычно показывают публике. В финальном видео показана спальня с дверью, ведущей в ванную, пространство, передающее интимность и привычность. Они появляются в постели, одетые только в верхнюю часть своих униформ, танцуя плавными, скоординированными движениями, демонстрирующими их близость. Наиболее поразительно то, как они постоянно меняют позиции и движения на протяжении всего танца, демонстрируя идеальную синхронизацию, которая может быть достигнута только благодаря многолетней практике и взаимопониманию. Эта хореография не просто демонстрация таланта, это также визуальное представление того, как они дополняют друг друга. За эти годы Тэ-хён и Чингук пережили множество моментов, демонстрирующих их особую связь. От музыкальных коллабораций до публичных выступлений, где их химия ощутима, их отношения развивались естественно на глазах у всех, демонстрируя искреннюю привязанность, выходящую за рамки обычной дружбы. То, что раньше было едва заметными жестами, теперь стало более открытым выражением привязанности, отражающим то, как они стали чувствовать себя более комфортно, демонстрируя свою связь, не беспокоясь о том, как это могут интерпретировать другие. Чингук продемонстрировал огромный личностный рост за эти годы, превратившись из застенчивого молодого человека в более уверенного и инициативного. На эти изменения положительно повлиял Тэ-хён, который постоянно поддерживал его личное и профессиональное развитие. Вместе они научились балансировать между публичной жизнью и личными отношениями. Найдя идеальный баланс между открытостью и самовыражением, их история является примером того, как два человека могут расти вместе, поддерживая друг друга в стремлении стать лучшими версиями самих себя, сохраняя при этом свои особые отношения. Во время вечеринки по случаю выхода альбома мы все стали свидетелями очень особенного момента между Тэ-хёном и Чингуком, который тронул сердце всех присутствующих. Они нежно выразили свои чувства, говоря друг другу «я люблю тебя» и «мое сердце», очень естественно, как будто это было для них обычным делом. Самым трогательным было осознание того, что они говорили об этом не только зрителям, но и друг другу в интимные моменты, запечатленные на камеру. Такой способ общения продемонстрировал глубокую эмоциональную связь между ними. Динамика между Тэ-хёном и Чингуком во время мероприятия была необыкновенной. То, как они взаимодействовали, было поразительно. Тэ-хён зачитывал вопрос, а Чингук тут же на него отвечал. Казалось, что между ними существует особая связь, позволяющая им понимать друг друга без долгих объяснений. Такое поведение типично для пар, которые развили свободное общение и глубокое взаимопонимание. Наблюдение за их взаимодействием позволяет нам понять, что их отношения выходят за рамки простой дружбы или профессиональной близости. Любовь, которую разделяют Тэ-хён и Чингук, поистине прекрасна, и она проявляется во многих формах. У них есть особый способ выражать привязанность, не делая этого явно. Именно эта подлинность их характеризует, способность показывать себя такими, какие они есть, не заботясь о том, кто смотрит. Эта искренность позволяет многим людям эмоционально сопереживать их истории. За эти годы оба пережили огромный личностный рост, что отразилось на их нынешних отношениях. Теперь они кажутся более свободными, открытыми и уверенными в своих чувствах. Эта эмоциональная зрелость помогает им справляться со сложностями отношений на виду у публики, поддерживая баланс между личной жизнью и обменом значимыми моментами. Несмотря на критику и слухи, правда всегда находит свой путь.
Те, кто поддерживает другие версии событий, могут чувствовать себя некомфортно, но Тэхён и Чингук продолжают демонстрировать свою подлинность. Никакого сценария, никакой притворности, только моменты, которые кажутся реальными и значимыми. В клипе «Суим» то, как они себя представляют, ясно показывает одно: они верят в свои отношения, им нечего скрывать, они спокойны, естественны и уверены в себе. Такие детали, как обмен одеждой, синхронные движения и глубокие взгляды, становятся формой безмолвного общения. Важно не только то, что они делают, но и как они это делают. Долгие взгляды, ищущие движения и постоянная близость – все это демонстрирует стабильные отношения. Даже в простых моментах, без особых отвлечений, их поведение остается неизменным, спокойным, комфортным и значимым. Эта стабильность показывает, что их отношения не зависят от ситуации. Они – часть их самих. То, как они смотрят друг на друга, двигаются и держатся близко, создает четкую картину крепкой связи. Все происходит естественно, без необходимости сложных объяснений. И именно это делает их отношения такими понятными, реальными и запоминающимися. И все, что мы видели, от каждого маленького момента до самых очевидных, указывает на один и тот же вывод. Отношения между Ким Тэхёном и Чон Чингуком – это не что-то искусственное, это то, что развивается естественно, медленно, но верно. С течением времени они развиваются не только как личности, но и как два человека, которые понимают друг друга без лишних слов. Между ними есть комфорт, который невозможно подделать, есть тепло, которое невозможно скрыть, и есть близость, которая всегда возвращается даже в самых простых ситуациях. Пока весь мир наблюдает за каждым их движением, они остаются прежними, неизменными, неизменившимися, они остаются самими собой. Два человека, которые смеются вместе, поддерживают друг друга и находят счастье в своем совместном времяпрепровождении, не нуждаясь ни в каких объяснениях. И, возможно, именно это делает их историю такой сильной. Не из-за громких слов, не из-за драматических заявлений, а из-за последовательности, из-за честности и из-за того, как они всегда возвращаются друг к другу, в каждый момент, при каждой возможности. Для многих то, что они показывают, может показаться просто случайным взаимодействием, но для тех, кто действительно обращает внимание, есть мелкие детали, которые говорят громче всего. То, как они смотрят друг на друга, то, как они стоят рядом, то, как они двигаются, как будто уже знают, что собирается сделать другой. Все это складывается в цельную историю, и эта история не нуждается в притворстве, и ее не нужно доказывать, потому что она проявляется сама собой, в каждой улыбке, в каждом смехе и в каждом тихом моменте, который кажется наиболее значимым. В конце концов, что делает эти отношения такими особенными, так это их простота. Они не пытаются быть тем, кем не являются, они не соответствуют ожиданиям других людей, они просто живут так, как чувствуют, самым честным образом, каким только могут, и, возможно, именно поэтому так много людей чувствуют с ними связь, потому что в мире, полном притворства, увидеть что-то настоящее, теплое и искреннее – большая редкость. История Тэхёна и Чингука – это не только важные моменты, запечатленные на камеру, это также и все мелочи между ними. Привычки, внимание, присутствие, которое всегда рядом, даже без просьбы. И пока они продолжают идти бок о бок, заботясь друг о друге, понимая друг друга и поддерживая друг друга, их история будет продолжаться, что бы ни говорили другие. Потому что в конце концов, не внешние голосы определяют смысл отношений, а то, что они чувствуют, что они выбирают, и как они продолжают выбирать друг друга каждый день, молча, но осмысленно. И в этом заключается ее красота. Простая, тихая, но сильная история, которая не нуждается в объяснении, потому что сердце всегда знает, что реально, а что всего лишь выдумка.